Всех приветствую, девочки, мальчики, на моем канале. Меня зовут Анна. Для тех, кто не знает, канал «Путь к себе». И сегодня мы с вами посмотрим тайное в вас и что скрыто от вас. То есть две темы в одной, что в вас скрыто и от вас скрыто. Давайте вот так, будет интересно. Я такой темы на YouTube не видела, поэтому буду очень рада за вашу обратную связь. Насколько вам нравится такая тема, будем тогда повторять, смотреть. Может, вы какую-то свою тему предложите, что-нибудь интересненькое, мне всегда очень нравится смотреть. И у нас здесь еще даже солнышко, вот что-то хочет у нас как раз проявиться сегодня. Давайте посмотрим немножко про вас, чтобы вы поняли, что это ваш расклад или нет. Либо я также советую, вы, когда кладете, например, ручку на грудную точку и сделаете 2-3 вдоха-выдоха, успокаиваетесь и спрашиваете у себя, у высших сил, либо у своего высшего я, кто как привык, насколько процентов этот расклад для меня, например, или подходит ли мне этот расклад, или будет информация в этом раскладе для меня, и насколько вот тело отзывается, это я вам прям рабочую технику даю, и насколько отзывается, настолько вы и получите информацию. Если вам прям совсем какой-то расклад не отзывается, ну, наверное, все-таки нет смысла его смотреть. Вот. Либо только как учебный или развлекательный. Ну, лучше, я думаю, посмотреть что-нибудь другое в этом смысле. Ну и давайте о вас. Немножко о вас. Кто-то, как бы это сказать, скажу своими именами, задолбался. Вот. Прям вот конкретно. Вообще конкретно, да. В состоянии таком, знаете, отстаньте от меня, отстань, старуха, я в печали, называется. Вот. Хочется уже что-то поменять и как-то, чтобы легче уже стало. Ну, в целом, если учесть, что расклад этот я снимаю за 2 недели до Нового года, он, конечно, работает тогда, когда вы его смотрите, но вполне как бы энергии соответствует. Кто-то очень сильно устал, причем усталость и физическая, и моральная где-то такая вот. Давайте еще посмотрим, потому что, в принципе, еще что-то можно добавить. Какие-то дела у вас не решаются. У нас же еще и Меркурий ретроградный. Можно на него сейчас все валить. До 3 января, по-моему, он. Вот. Это так, шутка. Немножко астрологическая шутка. Эзотерики шутят вот из этой темы. Уже ничего не хочется. Даже если там какие-то праздники, корпоративы, уже ничего не надо. Как говорится, отстаньте от меня, дайте полежать. Дайте полежать. Лежим. Так, еще что-то есть. Ну, можно сказать, что эмоциональное выгорание, да. У кого-то, возможно, мысли о том, что пора уже что-то менять в своей жизни. Пора уже либо переехать или уехать. То есть то место, где вы находитесь сейчас, вас не устраивает по каким-то критериям. Либо это место работы, либо это место жительства. Так, ну, еще парочку положим про вас в качестве сигнификации. Вот парочка и вышла. Да, вам какой-то новый шанс хочется, какие-то новые возможности хочется. Действительно можете смотреть новое место работы, новое место жительства, либо переехать в другую квартиру, или переехать из квартиры в дом.
То есть вы прям хотите исполнения данного своего желания. И давайте мы с вами, кто себя узнал, посмотрим, что же у вас тайное в вас скрыто. Сейчас хочется немножко еще потом добавить на другой колоде. В вас скрыто. Ага. А почему это скрыто? Скрыто. Либо вы скрываете это от других людей, что вы человек очень ранимый, независимо, мужчина вы или женщина, очень ранимый, очень душевный, очень романтичный, очень такой, знаете, эмоциональный в хорошем смысле слова. И вы вот эти свои все эмоции, как положительные, как отрицательные, вы их давите в себе и надеваете маску хорошести. Вот я хороший и такой хороший робот, вот хорошая маска. Вы эти свои чувства внутренние, вы их подавляете, чтобы, не дай боже, кто-то увидел. А почему? Здесь вы можете по пажу кубков раскрывать свои истинные чувства, либо прям у вас там буквально пару человек, очень близких, вот только им. Почему? По справедливости. Вас уже, вы как-то накололись однажды, и кто-то решил, что лучше я свои чувства буду держать при себе. А что там было? Обесценили ваши чувства. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда, да. Уж мои хорошие. Показали свои чувства, обесценили. Причем у кого-то прям идет, даже это в детстве было. Вы даже можете этого не помнить. У кого-то, для некоторых людей, вот прям точно искать нужно травму, где обесценили. Ну, например, вот там плакали или сказали мне больно, либо я там тебя не люблю, ненавижу в сердцах, да, а вам сказали, да что ты там, как бы сказать-то, чтобы помягче, что ты выделываешься, да, вот, ну, что-то типа этого. И вы такие, хоп, поняли, что вас не принимают, вас точнее, ваши чувства не нужны, не ценят, да, вы вот всегда как бы с открытой душой были, вот на тебе 9 кубков, выбирай любой, у меня вот тут и любовь, и радость, и счастье, и смех, и, как говорится, и вам такие как бы ключом по голове, типа мне не надо, и вы такие хоп, и закрылись, все, вот вам огонек от фонарика, и все, больше нет. Давайте немножко посмотрим, что именно хочется подраскрыть, потому что кому-то прям это поможет исцелить эту травму. Что там еще карты подскажут? Это может быть связано с мужской фигурой, либо с фигурой отца. Максимум это дядя какой-то. Причем, который еще мог любить выпить, скажем так.
Человек, знаете, такие люди есть, которые все время на веселе, неважно, они выпили алкоголь, не выпили, но вот душа компании, я такой весь веселый, никогда, в принципе, тоже не показывают своих действительных чувств. И вот некоторые даже могут про них говорить, какой-то дурачок, вот постоянно на веселе. Вот какой-то такой человек, посмотрите, если вам прям отзывается, надо искать. Кому-то прям хорошо отзывается. Да, и вам как бы крылышки-то пообломали, и весь кайф в том числе. Что вы там решили? Решили, что людям не стоит доверять, не стоит показывать свои чувства, это логично, в принципе. И вы решили, что вы будете делиться только прям вот с очень близкими людьми, с очень доверенными, близко к телу, так скажем, которых вы подпускаете, будете делиться только с ними дарами своей души, своими чувствами, действительно, эмоциями. То есть это вот какие-то могут быть задушевные разговоры с любимой подругой за чаем, да, вот поговорить. Причем больше вы ни с кем так не разговариваете, никому так не открываетесь. Ну, либо это может быть ваш мужчина, либо ваш друг, если вы мужчина, может быть, мама у кого-то. И вы больше как бы никому. Да. Ну, как знаете, может здесь быть зарок, что вот больше никогда в жизни я никому не раскрою свои настоящие чувства. Это зарок, убирайте. Это закрывает чувствительность, ну, чувства в том числе, сердце закрывает. Самовыражение закрывает. Не можете сами, не знаете, как убрать, приходите на консультацию, уберем. Да, и жизнь теряет краски, вы знаете, можете жить как в зазеркалье каком-то. А почему это от вас скрыто? Скрыто в вас, чувство в вас скрыто, вот. Мы еще не смотрели, что от вас скрыто. Ну да, вы живете где-то вот, у вас внешний мир, он вот такой, да, сухой какой-то, безжизненный, без красок, может быть. Кто-то может даже говорить, что я не чувствую вкуса жизни. А внутри целая вселенная, изобильная, причем очень сильно изобильная. Но об этом никто даже не знает. Кому-то вы можете казаться даже скучным человеком, что самое интересное. А люди просто к вам не подбираются близко и глубоко. Ну да, вы свои защиты поставили. И сидим, как холодная звезда на небе, никому не даемся. Ну, опять повешенный. Вот такая интересная штука у вас внутри происходит. Кому прям отозвалось, пишите в комментариях, все читаю, мне очень интересна ваша обратная связь. Отшельник хотел скрыться в другой колоде. И мы сейчас с вами тогда посмотрим, а что от вас скрыто в таком случае. Что скрыто от вас? О как, о как. Как интересно. Сейчас мы тут все расскажем вам. Да. Все понятно, с чем это связано. Смотрите, когда только уже король жезлов выпал, уже, в принципе, информации, я уже по нему могла много чего вам рассказать, но так решила уточнить для полной картины.
король жезлов, королева жезлов, да, но они отвернуты друг от друга. То есть, если вы женщина, то есть какой-то мужчина, который за вами очень как бы наблюдает, давно не давно, но как бы глаз на вас положил. Если вы мужчина, то есть женщина, которая за вами смотрит, наблюдает. То есть есть партнер, которому вы симпатичны, но вы из-за того, что у вас чувства скрыты, вы этого, во-первых, сами не замечаете, а во-вторых, человек не понимает, как вы к нему относитесь. То есть может не проявляться к вам и думать о том, что вы не заинтересованы. Да, вот как, например, здесь, вот здесь пентаклики, да, вроде как бы она ручку положила, но тоже от них отвернуто. Ну, хорошо, что-то есть, но как-то никак. Так, а вы знаете, кто это? Вы даже не предполагаете, я бы так сказала. Вы действительно как-то вот в себе, так как внутренний мир, эмоции, чувства закрыты, вы даже не как бы на внешний мир и не обращаете внимания. В принципе, на вас могут обращать внимание другие люди противоположного пола, а вы даже этого не видите и не замечаете. Либо, если человек к вам проявляется, вот приходит с этим пентаклем, вы его сразу вот на подлете отрезаете и говорите: не-не-не-не-не, что-то тут не то происходит. И человека, ну, скажем так, отвергаете, да, его какие-то попытки, либо ее. Не даете, да, проявляться к себе в плане эмоций, каких-то чувств, может, и от помощи отказываетесь, и если говорите, то так, сухо, и чисто чуть-чуть под small talk такой, да, типа чуть-чуть поговорили, и как бы хватит. Держите свою оборону. Так. Ну да, вы даете по чуть-чуть. Причем вам самим кажется, либо самому, либо самой кажется то, что у человека к вам, ну, просто какая-то симпатия, то есть вам кажется это меньшим, чем это есть на самом деле. Ну, знаете, что, ну, как приятели там, например, или просто вот человек там на сторис огонечки ставит, ну, как бы ничего такого, да, ничего серьезного. Вам кажется, что лучше как бы и не начинать, не продолжать, каких-то ожиданий не строить, и вот либо что это все какое-то по легкости, куда-то мы с вами в дебри уже пошли, а скрыто это почему от вас? Тут я сама, я сам, мне никто не нужен, да ну вас в лес, скажем так. Я и сам себе король и королева, и у меня все хорошо. Да, у меня дом полной чаши, мне всего хватает. Я самодостаточная. Ну да, вы на подлете вообще, в принципе, всех. Но внутри как бы хочется, есть такое, что хочется, вы себе не позволяете. Не видите как бы этих шансов. При этом можете говорить, что и достойных нет никого. Но в эту сферу отношений очень хочется пойти. Давайте посмотрим на другой колоде. Еще рыцарь кубков. Да, хочется очень каких-то эмоций, впечатлений, именно вот чувственных впечатлений каких-то. Ну, чувства, так скажем, вот они
не то что подзастыли, подзаболотились, да, внутри вас, то, что мы вот как раз первое смотрели, что скрыто в вас, да, это вот как раз чувства, которые они уже немножко у вас подзатонули. Да, десятка, вот десятка там тоже выходила, и здесь десятка кубков. А хочется внимания, хочется прям вот иногда даже сейчас могут мелькать такие темы, что почему на меня никто внимания не обращает, и я как невидим для людей, ну, противоположного пола имеется в виду, что никто ко мне не подходит, не знакомится, не взаимодействует, и вообще я тут как пчелка или пчел. Ну, кто у них получается? Шмель? Не знаю. В общем, вы меня поняли. Идею поняли. Шмел и пчелка. Только работа, работать, что какие-то планы, поездки. Вот. И вы совсем не видите никаких возможностей по отношениям. У кого-то домашние животные есть. Преимущественно коты, но, ну, в смысле, те, которые мяукают. Вот она и трансформация, и башня. О чем? Видите, здесь, кстати, какая смерть, да, она здесь двое. А здесь нужно вот эти какие-то сожаления, травмы, их нужно исцелять, вот которые про взаимодействие с противоположным полом. Ну, в плане своих чувств, да, то, что мы раз это раскопали, опять Луна. Вам пора перерождаться, свое раненое сердечко-то зацелить, исцелить. Да, вы вот прям можете со своими чувствами носиться, вот, да, вот, чтобы, ну, только никто не увидел, только вот когда я одна, я могу себе что-то там позволить. Остальным не-не-не, нет-нет-нет. Для всех остальных вы холодный снеговичок, либо снегурочка. Опять та же карта. Не хотите за людей цепляться, причем есть такая тема. И опять то же самое выходит. В принципе, не будем особо повторяться тогда, если все то же самое выходит. Видимо, это очень такой насущный вопрос, который вам в ближайшее время нужно решить. Это ваша закрытость чувств. Кто вам крылышки-то пообрезал? Может быть, тоска, одиночество внутри. Вы как-то даже можете украдкой заглядываться на каких-то других людей противоположного пола, но так, ничего, никаких ожиданий не строить. Ну что, пора вам выбираться из вашего домика-то. Обнуление, дурак вышел, шут. С помощью знаний, кто-то с помощью техник, кто-то, может, к психологу пойдет, либо прорабатываться пойдет. Ментальные установки нужно убирать, пойти, ограничения, которые вам мешают. Или, знаете, даже вот есть такие техники проработки, когда выпускают чувства, да, вот начинают позволять себе, во-первых, выпускать чувства. В общем, прореветесь, готовьте платочки, называется. Кто-то, ну, кстати, может смотреть какие-то слезливые фильмы и вот выпускать через это, ну, тут прям вот в одиночестве, извиняюсь.
Да. Установки пора убирать. Берете, начнете потихонечку показывать. Не всем, конечно, но будете пока еще тщательно отбирать, кого вы пустите к себе, подпустите близко. К сердцу пока никого пускать не будете. Ключик будете свой охранять очень и очень тщательно. Но уже начнете оттаивать. Вот если будете с этим работать, да, то, что я вам сказала. Кому какие инструменты подходят? У кого-то, кстати, может даже по роду это быть, что все женщины с закрытыми чувствами. И у кого-то, может быть, это родовая задача, прям вот показать, что можно жить по-другому. Кому нужно с родом, приходите, поработаем. Все контакты под видео. Так, это вам перекрывает изобилие, причем такое хорошее. Здесь больше про женщин, конечно. Но мы начали с того, что вы человек очень ранимый, чувствительный, да, это вот, в принципе, здесь показывается. Но вы себя ведете отстраненно. Да, придете в императрицу. Для мужчин это про изобилие, да, тоже. У нас есть и женское, и мужское, и в мужчинах, и в женщинах, да. Соответственно, либо... Нет, здесь не либо, здесь именно про изобилие. Здесь не про то, что вы женщину встретите, вы станете сами изобильными. Вот из такой вот звезды, которую никому, как говорится, глазками смотреть, ручками не трогать, превратитесь в человека, который начнет идти на контакт с людьми. Потихонечку, да, полигонечку. И еще император. А вот здесь уже по чуть-чуть, когда вы начнете, видите, здесь император в паре. Здесь как раз-таки о том, что вы... Не буду ванильно обещать, что вы кого-то встретите, да, смотря как вы проработаете, что проработаете, но вы точно начнете замечать, что вы людям нравитесь, что на вас обращают внимание, что у вас самооценка поднимется, вы начнете видеть свои действительно ресурсы, насколько вы ресурсный человек, что вы можете дать другим людям. Потихонечку себя соберете. Отлично, я считаю. Я думаю, на этом закончим. Сейчас посмотрим, может, какой-то совет вам еще напоследок. Хочется на картах ангелов посмотреть. Я обычно совет дня вам выкладываю. Есть плейлист. Под видео тоже есть ссылка на плейлист. В принципе, кстати, есть ссылка на плейлист с проработками какими-то бесплатными моими, да. Тоже можете посмотреть. Кому-то, может, что-то зайдет, уже что-то уберете. Давайте совет. Вам совет. Будь спокоен. Ну или спокойно. Не суетись. Так. Готовься к чуду. И будь здоров. Здесь скорее про чувства, про тело. И будь честен с собой. Еще одну. Доверяй. Доверяй себе. Вот я бы так сказала.
про спокойствие и суету, но это одно и то же по факту. Здесь про то, что у нас обычно суетится, это мозг. Да? А чем больше работает мозг, контроль, тем меньше у нас идет энергии на чувства, тем больше у нас чувства забиваются, эмоции, да? Когда мозг говорит: не-не-не, не надо мне тут, не надо вот этого мне тут. И мозг тоже свою долю в закрытие чувств, эмоций добавляет. Здесь именно про это. Учитесь, не то что безбашенному бесконтролью, назовем это так, но где-то контроль отпускать и расслабляться. И, соответственно, тогда у вас начнут происходить какие-то некие чудеса. Почему? Потому что начнет в теле энергия высвобождаться, когда вы перестанете суетиться, перестанете в какие-то ситуации постоянно прокручивать. И, соответственно, если вы честны с собой, да, со своими чувствами, вы их себе хотя бы начинаете называть и доверять себе, своим чувствам. У кого-то, может, даже здесь про интуицию, действительно, тем больше вы эти чувства проявляете сначала для себя, да, то есть вы их называете, вы уже их как бы вовне проявляете хоть каким-то маленьким шажочком, и, соответственно, это один из ваших первых шагов к вашему чуду. Что ж, я вас благодарю за внимание, за ваши лайки, комментарии, все читаю. Мне очень приятно, вам не сложно, и мне вдвойне приятно. Спасибо вам за донаты в том числе. Что-нибудь к Новому году тоже приобрету, какие-нибудь новые колоды. Их у меня отложено очень много. Все хочу. Это, как говорится, покажите вашему ребенку карты Таро, и у него не останется денег на плохие вещи. Шучу, конечно. Вот. Что ж, до новых встреч. Пока-пока.